Щетка, 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 щетка. Чем вы шлифуете модели? Что это такое? Как это купить? Это реально зубная щетка или мне показалось? Вы так много спрашивали и просили рассказать об инструментах, которые я использую для обработки моделей. Вы просили, и я сделала. И это подробный обзор, в котором я делюсь своими находками и опытом. Удачным и не очень. Перед просмотром не забудьте поставить лайк и подписаться, потому что, ребят, более 90% зрителей смотрят мои видео без подписки. Итак, давайте начнем обзор не совсем с инструмента, а с вещи, про которую вы, очень часто спрашивали в комментариях. А что это за белая штука такая у вас на столе с вентилятором, которую вы очень часто используете в моменты шлифовки? И это обычный маникюрный пылесос. Вот он. Конкретно этот не имеет бренда или какой-то определенной модели, а найти его можно по ключевым словам «маникюрный пылесос» на любом маркетплейсе. И по параметрам, на которые я ориентировалась при покупке, это мощность всасывания. По сути, если говорить о бюджетных пылесосах, то это самый главный параметр, на который стоит обращать внимание. Также здесь есть регулировка скорости, и конкретно я всегда работаю на максимальной. Но, возможно, если вы работаете на кухне и кто-то из домашних спит в соседней комнате, для вас этот параметр будет важен. И немного о его комплектации. Это сам пылесос, адаптер и 2 мешка. Мешки многоразовые, сменные. Достаточно ручной стирки для замены и очистки от собравшейся пыли. Из опыта использования могу сказать, что все работает отлично, но если вы вдруг смотрите это видео и захотите себе приобрести подобный пылесос, обратите внимание на то, что мешок здесь не изолирован. И при перемещении, если вы храните его в ящике и достаете только по необходимости, как это реализовано у меня, имейте в виду один момент, что та пыль, которая будет скапливаться у вас внутри мешка, будет разлетаться по всем поверхностям, в том числе по вашему рабочему столу. Это не критично, можно рассмотреть другой альтернативный вариант, правда, стоить будет немного дороже. Это пылесосы закрытого типа с многоразовым сменным фильтром, который легко извлечь и очистить от опила. Мне кажется, это все-таки удобнее, чем обычный мешок для маникюрного пылесоса, как у меня. И по ценам. Мой пылесос сейчас можно найти в ценовом диапазоне от 500 до 1000 рублей плюс-минус. Пылесосы же со съемными фильтрами стоят в районе 2500 рублей и выше. Подводя итоги, выделю плюсы и минусы конкретно моей модели. И из плюсов это доступная цена, есть регулировка скорости, хорошая мощность всасывания, есть сменные мешки, которых хватает надолго, и надежность. Конкретно мой работает больше 3 лет без нареканий. Минусы. Неизолированный мешок, пыль может высыпаться при перемещении, и все же нужно вручную стирать мешки. Мешок с пылью от смолы не очень хочется погружать в стиральную машину. Итого, маникюрный пылесос – это отличное бюджетное решение для домашней мастерской. Если вам нужен простой, рабочий, а главное бюджетный пылесос, берите как у меня. Ну а если хочется чуть больше комфорта и чистоты, присмотритесь к моделям пылесосов с закрытым фильтром. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к инструментам. В этом блоке я расскажу и покажу вам те инструменты, которыми реально пользовалась на протяжении всего времени существования студии Collectors Hub. Здесь будут те инструменты, которые до сих пор в работе, и мои реальные ошибки при покупке. В общем, мой опыт использования. Надеюсь, это поможет вам сэкономить время, деньги и нервы и сразу собрать удобный набор для работы без проб и мучений, через которые пришлось пройти мне. И первый инструмент, про который я бы хотела вам рассказать, это бормашина JAZ 103-73. На самом деле, даже в описании к этому товару написано, что это инструмент начального уровня, но по комплектации все звучит очень заманчиво. В комплекте гибкий вал, кейс, различные насадки. И если вы пытались уже собирать какой-то комплект для работы в 3D-печати, то точно слышали про бренд JAZ. Это один из самых популярных производителей товаров для аэрографии, готовые комплекты для окраски, запчасти и аксессуары. Ценовая политика тоже очень привлекательная. И я в поисках идеальной бормашины, конечно же, обратила внимание на этот комплект, потому что это вообще была моя первая покупка инструмента для шлифовки моделей.
рублей. Да еще и вроде бы бренд узко специализирован прямо на тему моделизма. И, кстати, да, по стоимости этого набора бормашина в той комплектации, которая есть у меня, стоит в районе 5000 рублей. Я, честно, на протяжении 2 лет пыталась найти этому инструменту применение. И что я могу сказать? Если мы говорим про топ инструментов и такие параметры, как удобство использования, качество и функциональность, то это точно не про бормашину Джаз. Ой, сейчас вы в комментариях налетите. Да я уже 10 лет использую Джаз. Да у тебя просто руки не из того места растут. Это идеально, лучшая машина, просто вот... Давайте не будем торопиться. Я же сказала, что расскажу как о негативном опыте использования, так и о позитивном. Вернемся к бормашине и ее возможностям. Подробные технические характеристики и описание вы можете посмотреть сами. Я на это тратить время не буду, а расскажу об опыте использования. Во-первых, работать без гибкого вала невозможно. Размер гравера просто не предназначен для того, чтобы работать с небольшими моделями. А для того, чтобы нормально работать с гибким валом, вам нужно где-то зафиксировать бормашину. И тут мы плавно подходим к тому, что конструкция и действия, которые нужно произвести для того, чтобы она заработала, просто какие-то необъятные. В комплектации, как у меня, предусмотрен штатив, но под весом инструмента он прогибается и не держит его должным образом. Дальше надо гравер подключить в сеть. И это не просто тонкий легкий шнурок, это толстый шнур, который сразу втыкается в розетку. Дальше я должна вкрутить туда гибкий вал, на гибкий вал накрутить насадку. И вот теперь можно работать. Шумит как самолет на взлетно-посадочной. В общем, это про неудобство эксплуатации только. Но предположим, что это все еще совместимо с жизнью, и посмотрим на то, как он выполняет свои прямые функции. Шлифует. Технически у инструмента есть даже плавное изменение скорости и бесступенчатая регулировка частоты вращения. Но вы только посмотрите, какие куски она отрывает от модели даже на самой низкой скорости. В сухом остатке я хочу сказать, что данный инструмент не предназначен для точных и плавных работ с хрупкими деталями и обработки моделей. И если вы рассматривали данный инструмент для обработки, например, миниатюр, то тут точно мимо. Я думаю, что данный инструмент будет полезен в работе с более грубыми материалами или другим направлением вообще, не связанным с изготовлением фигурок. Подводя итоги, выделю плюсы и минусы данного инструмента. Из минусов. Огромный и тяжелый, сложная подготовка к работе, требует много места и дополнительных креплений, шумный, не подходит для точных задач, отрывает детали даже на минимальных оборотах. И из плюсов в контексте 3D-печати их нет. Вот это поворот! И делая краткий вывод, я уверена, что он подойдет в контексте каких-то других задач, но в категории 3D-печати и какой-то точечной шлифовки это точно мимо. И, наверное, резонный вопрос, и какой же тогда инструмент подойдет для грубых работ? Вот он у меня тут лежит, я прям от сердца отрываю и рекомендую вам. Это гравер Greenworks. Вот этот относительно небольшой чудо-инструмент, просто идеальный гравер. По комплектации здесь сам гравер и кейс с набором насадок, всего 52 предмета. Это реально удобный и качественный инструмент, который очень комфортно лежит в руке, легкий, тактильно приятный. Работает от аккумулятора, что позволяет использовать его в любом положении, не запутываясь в проводах. По заявлению производителя, одного заряда аккумулятора хватает на 40 минут работы. По ощущениям даже дольше, нет негативной ассоциации от того, что нужно его постоянно заряжать. При включении на дисплее отображается одна из 9 скоростей и уровень заряда аккумулятора. Также есть холодная подсветка, но, видимо, из-за рассеивателя не очень яркая. Но подсветить узкие места все же можно. В основном работаю на 3-й скорости, этого обычно более чем достаточно для тех работ, где надо что-то убрать или сделать отверстие. Также отдельно я докупала набор тонких алмазных насадок для того, чтобы извлекать смолу из некоторых моделей. Об этом я подробно рассказывала в ролике про Бабу-Ягу. Это реально очень удобный и качественный инструмент, который супер комфортно лежит в руке, он легкий и тактильно приятный. И, кстати, этот инструмент выходит далеко за рамки 3D-моделей. У меня 2 большие собаки, и если вы тоже собачник, то вы наверняка знаете, что такое гриндер. А если нет, то это специальный инструмент для подпила когтей. Так вот, этот гравер легко его заменяет. Мощность у него в разы выше и работает аккуратно и эффективно. Я просто докупила специальную алмазную насадку и теперь подпиливаю когти им. В сухом остатке это идеальный гравер для грубой шлифовки, но есть один минус.
Он никак не закрывает задачу по детальной и мягкой шлифовке. В комплекте имеются валики для шлифовки. Я пыталась как-то приноровиться к ним, чтобы шлифовать поверхность, но происходит вот это. Поэтому опыта использования этого инструмента для мягкой шлифовки у меня нет. Возможно, кто-то из вас сможет подсказать мне, что я делаю не так, но наждачка с валика при любой удобной возможности просто слетает. И при стоимости в 4000 рублей я считаю, что это прям must-have для работы над моделями и не только. Подводя итоги, выделю плюсы и минусы для данного инструмента. И из плюсов: работает от аккумулятора, очень компактный кейс и полный комплект насадок, супер универсальный и при стоимости в 4000 рублей топ за свои деньги. И из минусов, к сожалению, он все также не годится для деликатной шлифовки. И если делать краткий вывод, то Greenworks — это идеальный инструмент для грубой шлифовки, зачистки и даже ухода за собаками. Он легкий, удобный, автономный, супер компактный и на самом деле закрывает 90% задач по грубой шлифовке. Но для детальной шлифовки все еще нужен другой инструмент, если с валиками я, конечно, все делаю правильно. И теперь давайте поговорим про инструменты для деликатной шлифовки. Немного предыстории. Примерно 3 года назад я очень глубоко и прям так детально изучила рынок на наличие инструмента, который будет очень узко и прям вот четко направлен на предмет детальной шлифовки. И сейчас я как раз таки говорю о точечной очистке поверхности от кратеров, маленьких пеньков поддержек и выравнивании поверхности. И я, конечно же, нашла такой инструмент. Это Proxon, один из крупнейших мировых производителей профессионального электроинструмента. У них есть просто обалденные инструменты: и бормашина, и полировальная машина. Короче, продукты как раз для того, чтобы качественно и с комфортом заниматься обработкой фигурок в сфере 3D-печати. Но тогда же, 3 года назад, я столкнулась с еще одной проблемой-дилеммой в виде финансов. И я тогда еще не до конца понимала, как долго я буду заниматься 3D-печатью. Будет ли это просто хобби, либо из этого вырастет какой-то небольшой бизнес, либо я вообще через полгода все брошу, потому что мне надоело, и начну заниматься чем-то другим. И, как вы понимаете, все эти сомнения были вызваны стоимостью данного инструмента. Виброшлифовальная машинка стоила около 5000 рублей. Плюс нужно было обязательно докупить блок питания. В комплекте он не идет, но цена этого блока питания составляет 8-9 тысяч рублей. И итого на круг я должна была выложить около 14-16 тысяч рублей. К чему, откровенно говоря, я была не очень готова. И, как вы понимаете, данный инструмент я так и не купила. Я не буду делать краткий вывод по данному инструменту, потому что считаю это не особо корректным, так как у меня нет опыта взаимодействия с ним. На бумаге все выглядит очень привлекательно, но на деле я, к сожалению, не знаю. Надеюсь, когда-нибудь обязательно с ним поработаю. Продолжая поиски своего идеального инструмента, я, как мне показалось, нашла аналог. Ну как аналог? На просторах YouTube кто-то где-то сказал, что вот, есть альтернатива. Я точно не знаю, как это произносится, да и думаю, что производитель, честно говоря, тоже особо не знает, поэтому будет DSPI. Это вот такой вот аппарат. Честно, я когда в руке его держу, вот он настолько плох, и настолько здесь вот материалы, вот все вот так вот ощущается тактильно. Ну, то есть просто при распаковке в целом ты сразу ощущаешь, с чем ты имеешь дело. Вот, даже вот так. Короче, это я все к чему? Что если вы где-то услышите, что вот эта штука — это аналог Proxon, вообще не ведитесь, это вообще не так. Цена, вот на секундочку, 2500 рублей. Я не могу этого не сказать, хрень полная. Пластик — отстой, мощность очень маленькая. Да, довольно компактная, но вы на фигурке вот какой-нибудь такой камень и вот эту вот площадь с поддержками будете обрабатывать, ну я не знаю, 3 года вы будете сидеть и это пилить. И можно убрать какую-нибудь тонкую поддержку, но честно, я считаю, что оно того не стоит. Ну и если прям очень постараться выделить какие-то плюсы, то это первое. Компактность. Возможно, он совместим с обработкой миниатюр. И, наверное, цена.
И, как вывод, в контексте относительно масштабных 3D-моделей это вообще не вариант. И тут мне явно нужен был универсальный инструмент, который будет реально работать в контексте шлифовки. Все, дождались. Сейчас я раскрою вам секрет самого загадочного, самого желаемого, обсуждаемого инструмента — щетки для шлифовки. На самом деле идея тут была довольно простая. Мне было необходимо найти относительно недорогой, но удобный инструмент, которым можно было бы просто шлифовать. И просматривая тонны контента, я случайно на просторах интернета наткнулась на одного американского блогера, который как раз-таки рассказывал про эту самую загадочную щетку. Я сразу бросилась изучать наш рынок в поисках такой штуки. И каково же было мое удивление, когда нигде я не смогла найти подобного инструмента. Ни на маркетплейсах, ни в интернет-магазинах, ни на Авито, вообще нигде нету. Но я уже загорелась и подумала, можно же как-то извернуться, найти посредника и найти человека, который поможет заказать напрямую через Amazon. Но потом я остыла и подумала, что это как-то глупо, и за доставку я, скорее всего, переплачу больше, чем за сам товар. А дальше я просто начала искать решение, как сделать такую щетку самостоятельно. Конструкция ведь, по сути, несложная. Нужно было просто придумать, как прикрепить наждачку к самой щетке. Итак, я купила обычную электрическую зубную щетку, самую дешевую, без виброрежима, но с небольшим встроенным количеством скоростей. Срезала щетину и померила диаметр платформы, на которую запланировала крепить наждачку. Закупилась двусторонней липучкой. С одной стороны она мягкая, с другой жесткая. И каждая из них с самоклеющимся основанием. Беру мягкую часть, это вот такая с махрушкой, приклеиваю к платформе щетки. Далее вырезаю небольшой квадратик наждачки и приклеиваю ко второй части липучки. Подгоняю края, соединяю и все. Ваша шлифовальная машинка готова. С вас 1000 рублей. Поднимаю наличными, картой, криптой, переводами, любые банки. А если серьезно, то я могу вам сказать, что это лучшее приобретение и изобретение. Шлифует идеально, не царапает, подходит как для больших, так и для маленьких поверхностей. А благодаря тому, что это реальная зубная щетка, она не боится воды. Это очень удобно в тех случаях, когда площадь шлифовки большая. Если работать долго и спиливать много лишнего, можно терять визуальный контроль за степенью готовности поверхности. Но с щеткой это не проблема. Можно либо намочить наждачку, либо брызнуть спиртом на модель, чтобы убрать пыль. Короче, по выводам одни плюсы. Удобно для обработки как больших, так и маленьких поверхностей. Можно использовать влажную шлифовку как водой, так и спиртом. Это очень бюджетное решение, на круг это вам выйдет порядка 1000 рублей. Легко заменяются наждачки, это тоже буквально 2 минуты. И плюс к самомнению и похвала от бабушки за то, что я такой инженер. А минусы, спросите вы? А я вам отвечу, что я обязательно соберу минусы, как только у меня появится Proxon. А случится это, если вы будете подписываться и активно ставить лайки. Потому что, кто вам еще все это расскажет? В заключение к этому ролику, если это видео было вам полезным, и вы хотите узнать больше о выборе аэрографа, кистей, красок, а может даже про принтер, мойки и сушки для моделей, давайте наберем под этим видео 1000 лайков, и я начну делать ролик. И темой станет тот вопрос, который наберет большее количество лайков в комментариях под видео. Так что не стесняйтесь писать, что именно вам хочется разобрать подробнее. А я с вами прощаюсь и увидимся в следующих видео.